Доброго времени суток. Короче, быстренько залетел, так записать сегодня, короче, обзорчик на Realme C3, так можно сказать, на картах, без штативов всяких. Короче, так быстренько поставил. Надеюсь, что нормально запишется камера, все. Вот. Выбрал, короче, ну пока на время бюджетник, короче, Realme C3. Вот. Что он слетает постоянно, что-то как-то. Сейчас мы поднастроим. Сорян всем. Извиняюсь. Думаю, вообще не должен спадать, что он слетает. Вот так, сейчас нормально стоит. Вот. Короче, у меня был вариант, мне нужно было, короче, так быстренько закинуть мобилку. Вот. Целился, конечно, на iPhone, но не получилось. Ну, как не получилось, просто сейчас на время мне нужно быстро мобилку, такой чисто бюджетник, потом, чтобы его недорого можно было скинуть. Вот. Что я посмотрел, выбрал. Ну, Android, соответственно, конечно, потому что за эти бабки я взял за десятку. Короче, сегодня, что это у нас? В DNS. Там было несколько вариантов. Что-то зашел в Эльдорадо, видео, короче, там они как-то там марасю накидывали. Вот. Там что-то, там даже NFC не было модуля. Вот. Сползает, что ли книжка падает. Я просто начитанный парень. Книжки подставляю. Вот. Вот, получается, взял сегодня, короче, вот за десятку. Видно, не видно? Сейчас. Делаем. 999. Realme. Ну, наверное, будет видно. Вот. Ну, гарантийный что-то, короче, говорят, на год. Хотя, кстати, по закону, но я юрист. Вот, если есть вопросы какие-то по юридически, тоже пишите. Вот, там по закону, я не помню, какой закон нужно понять, в течение 5 лет. Вне зависимости, сложная эта техника, несложная. Вот, в течение 5 лет. Ну, год я не знаю, там, ну, нужно смотреть, как раскачивать там. Вот, в течение 5 лет они обязаны сделать бесплатный ремонт, если что-то случится. Вот. Сейчас, кстати, при вас даже сейчас скачаю, ну, бенчмарки. Ну, я вообще ссылался, короче, на показатели Antutu. Вот. Ну, лично я всегда сравниваю. Вот, по производительности там. Вот, всегда в Antutu. Сейчас мы скачаем кого? Гайд, Antutu бенчмарк, туториал. Гайд, Antutu. Ладно, париться не будем. Скачаем туториал. Вот этот, короче. Зелененький с красным глазом. Они, в принципе, все одинаково показывают. Рейтинги, не рейтинги. Просто при вас, что вон, закачка идет. Чтобы никаких ни подтасовок не было, ничего. Запустим, протестируем. Ну, в принципе, я смотрел. Я просто по магазину, когда, ну, бегал, выбирал. Вот, запускаем старт. Ну, просто при вас сразу же. Вот, benchmark. Can be very. RAM, КПУ. Чё? Home. Брат. Зачем мне вот это вот все? Зачем мне вот эти вот какие-то непонятные вопросы? Туториал. Муториал. Жмуториал. Короче, я походу не ту херню скачал. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Та-та-та. Тест. Geekbench. All benchmark. Guide. Antutu. Просто Antutu benchmark. Gangbang. Benchmark. Гэнг это банда. Блин, где эти все спокойные? Раньше я качал, все нормально, без всякой морозни. Сейчас навыдавали всяких эти Antutu. Фиг найдешь нормально. Сейчас что-нибудь да придумаю. Сорян, извиняюсь. Ну просто хотелось реально в реальном времени какой-то. Что раньше первый попавшийся, и она сразу нормально выдавала, то есть тест Antutu. Ну, попугай, кто-то как-то называется. Ладно, попробуем тест телефона, чек. Ну, такую синенькую хернушку, вот она. Сразу установим. Я вообще придерживаюсь, короче, кстати, ну, ребят, кто насчет Патриота, есть видео, надо смонтировать, просто еще с югов так еще не выложил. Сорян, сделаем. Вот. Тест, провести тест, синенькая такая штучка. Вот, обязательно я смонтирую, закинем. Вот, ну, вообще у меня план такой.
снимать все одним дублем. Поэтому, ну, как бы простой, подробный, по Цельсию, Фаренгейту. Ни хрена тут. Ладно, тест, погнали. Представляю разрешение. Разрешить. Все разрешаем, разрешить. Полностью разрешаем. Дисплей. Ну, сейчас как раз по параметрам проскочим. Вот. Ну, снимать как, одним дублем или лучше, короче, там выборки делать, как вы считаете? Я вообще хочу чисто так, одним дублем, чтобы, ну, реальные эмоции, там вся эта движуха была, как бы, это, ну, все эмоции. Так, Realme, Android 10. Что он тут? Обзор согласно своим ожиданиям. Выберите да, нет. Ладно. 5.5.2020. Время работы системы 4 часа. Ну, это вот я пока юзал, взял вечером. Так. 6,5 размер экрана приблизительно. 720 на 1600. Мультитач. Здесь что у нас? Аппаратное средство. МТ-67. Архитектура. Ядра 8-ядерный. Cortex, что тут у нас? 75. 6 ядер Cortex A55 и 2 ядра A75. Mali G52. Графический. Так, оперативки здесь 3 гига. 64, кстати, гига своей памяти. То есть, и флешка еще воткнула 128, кстати, нормально сразу же. 2 симки, кстати, здесь. Что тут? Фронталка 5 мегапикселей. 5 мегапикселей. Сейчас я звук выключу. На этом-то выключил, на котором снимаю. На этом не выключил. Так, фронталка 5 мегапикселей, f2.4. Пропустить. Ладно, напишем да. Так, 3. Хороший. Пропустить. 2 сим-карты. 4G. Та-та-та. Пропустить. Мне, если честно, мне не вот это интересно. Мне интересно херня, это тест. Ну ладно, хоть по параметрам проскочили, посмотрели, что там, как. Ну и в принципе я его читал. Просто хотелось бы просто при вас сразу затестировать его. GPU Bank Mark. Попугай, может, как вот тест попугай. Вот так тоже называют. Как научить попугая. Вот называется, развелось программистов, которые херачат эти все приложения. Потом нормально приложение сидишь, ищешь. Сидишь, напрягаешься, короче, как это протестировать, людям подсказать, показать. Блин, искать надо. Туту, бенчмарк. Бенчмарк advice Туту. Вот это вот, скорее всего, фригайд. Нет, гайд нет. Гайд не пойдет, вот этот адвай. Ну, попробуем вот эту вот движуху. У нас получается комплектность 3 гигабайта оперативки, 64, серый. Вот так он, кстати, выглядит. Вот он сам по себе. Сейчас я его заблочу. Вот он. С завода сразу, короче, пленочка на экране была. Вот он сзади так выглядит. Вот эта фитифлюшка тоже. Как обычно. По классике. Не снимаем, чтобы дороже можно было потом продать как новый. Вот. Ну, кстати, он прикольно переливается. Вот эта штучка прикольно. Ну, она под чехлом закроется. Ну, сенсор отпечатка пальца. Камера сколько тут, что-то непонятно. Кстати, они умалчивают за вот эту вот камеру. Ну, пойдет. Короче, фронталка мне не очень, если честно, понравилась. Вот. Звук не долбят, конечно же. Ну, слышно, ладно, пойдет. Вот. Здесь что прикольно, здесь NFC есть. NFC сразу, короче. Вот это что, ну, нужная вещь. Вот так чинг, там ходить, расплачиваться карточками по цене. Вот это нужная вещь. За десятку это самолет. Вот, ну, реально. Короче, Antutu он выдает 180 тысяч, 190 тысяч Xiaomi Redmi 9S у меня был, выдавал около того, по-моему, Redmi Note 8 Pro или T Pro, что-то 220 или 280, что такое, честно, я уже забыл, потому что у меня был перед Xiaomi Redmi 9S. Вот, пропустить, прогать что-то тут. Скачал Antutu. Нормально вообще? Antutu. Херня какая-то. Мои сообщения, обзор. Ребят, у нас свой обзор здесь. Свой обзор от Оскара.
Меня Оскар зовут, поэтому подписывайтесь, ставим лайки, комментарии. Вот, кстати, ну, я буду тоже обзоры делать телефона, потому что в телефонах я шарю и люблю потрещать на эту тему. У меня постоянные, ну, и возьму телефон, там месяца 3-4 похожу, потом продаю. Ну, на самом деле, просто хочется что-то всегда что-то как-то новое. Ну, ладно, не будем томить, просто, ну, я вам сейчас зачитаю, поверьте на слово. Realme C3, кстати, называется. Вот она коробка. Сейчас мы это комплектность посмотрим, что тут нам положили. На самом деле такая бичевская комплектация, если честно. Блин, скрепочка, как обычно, скрепочка где-то у меня уже в машине валяется. Вот такая хернюшка была в пакете, который я просто разорвал, как тузи-грелку. Разорвал в щецки. Просто как тузи-грелка. Порвал. Как давно не рвавший. Ну, вот так вот он был, короче, в коробке. Вот. И он, кстати, вот конкретно он просто не был не припечатан, он реально как будто запаян. То ли я как дикарь его разорвал. Честно, мне хотелось его как-то достать и париться не хотел, но пришлось вот так вот разорвать. Вот. Что у нас? Короче, такая хернюшка желтая была налеплена на экран. Тут тройная all-камера, 12 мегапикселей основная, большой аккумулятор 5000, быстрый процессор Helio G70, экран 6,5 с каплевидным вырезом. Под камеру есть такое, вот она, сверху капелька. Ну, в принципе, капелька, я скажу, она, ну, вообще, ну, нисколько не мешает. Как вообще называется? Забыл, пока доставал. Realme. Кстати, Realme, вот я много смотрел про них обзоров. Они вот бюджетные, короче, пушки выпускают. В плане того, что они за эти бабки, они очень мощный процессор впихивают, ну, так скажем, бюджетные, ну, отделки, то есть в пластик они херачат топовое железо. Тест Antutu. Соответственно, Wi-Fi тоже тут есть. Это не новость, не удивление. Вот, и за счет этого у них получается, у них как бы убийцы флагманов. Вот, что нам пишут? 3 оперативки, потому что есть еще и на 2 оперативки, 32 гигабайта, это поставляется с 2 оперативки памяти. Тест Antutu 3 гига оперативы. Ну, я когда в магазине смотрел, реально, вот мне предлагали в МВидео, в Эльдорадо, один, не помню, какие-то тоже там что-то, ну, понятное дело, у них по ассортименту там за 13 рублей, в Эльдорадо, в МВидео мне за 13 предложили, в Эльдорадо зашли, даже не подошли. Вот. Ну, я так прошелся, посмотрел, думаю, ребят, ну, это же не мне нужно, это же вам, ну, как бы, это вам, кто вот смотрит, кто продажник, я сам просто продажник, работал в продажах. Реально сервис, если сервиса нет, то люди просто разворачиваются, уходят, что я и сделал. Вот. Я считаю, что, ну, клиент пришел, как бы, почему я должен, я спросил там охранник, кстати, говорит, и это вам в отдел продаж. Я думаю, да ради бога, ребят, я и без вас, если честно, тут подразберусь. С NFC и рекордной автономностью, 5000, кстати, махов, ампер, мегаампер, кто они, короче, вот эта херня, которая называется, 5000, там, батарейка. Вот, реально, вот, Redmi Note 9S у меня была 5000, Redmi Note 8T или 8 Pro, он как-то там называется, 4500 была. Быстрая зарядка в Xiaomi'ках, быстрая зарядка и там была. Здесь не знаю, короче, еще не тестил, но зарядку хорошо держит. Но здесь microUSB, здесь не Type-C, соответственно, здесь и зарядка обычная. Так, что вам тут говорят? Realme C3 бюджетно-игровой. Бюджетно-игровой. Мне говорят, в игры будете катать? Я говорю, да нет, не в игры играть. Мне, говорю, мне для серьезных дел надо. Кстати, разногласия. Вот здесь зашел Realme C3 Oppo. Но это... Хотя мне говорит, что Oppo это Oppo, Realme это Realme. 148 тысяч, говорит. А там я где находил в магазине 190 тысяч. Ну, в принципе, от оптимизации, кстати, очень много зависит. Вот. От оптимизации зависит очень много. Поэтому камера, кстати, здесь, ну, на iPhone снимаю.
под этой, короче, хернюшкой попал воздух, поэтому такие световые эффекты сомнительные. Либо снимать нужно, ну, некачественно наклеилось, либо со временем что-то попало, и получается воздушная прослойка, поэтому такие могут быть блики. Поэтому снимать не буду эту саму защитку, потому что лучше поснимать в таком качестве, чем сделать новый экран. Поэтому, сами понимаете, ну, у нас же в первую очередь информация сама. Ну, почему я хочу поделиться? Потому что я смотрел обзоры, много очень, как бы, я хочу вам передать вот, ну, в короткий промежуток. Ну, вот реально вот за свои бабки это самолет с NFC. Вот. В принципе, зарядку я ставлю на ночь, полностью на весь день. Вот так с головой хватает 500 тысяч. Что у нас тут? Какая-то брошюрка непонятная. Realme Quick Guide. Quick Guide это типа быстрая инструкция. Быстрая инструкция, но она реально очень быстрая. Она на 3 листочка. Тут, короче, что тут? Короче, характеристики что-то. Сеть, фронталка. Как перенести информацию с памяти старого на новый. И здесь, короче, на английском и на русском. Реально быстрый. Поверил. Не обманули. Что это? Брошюрка. Important Information Guide. Типа, короче, важная информация. Гайд. Ну, гайд обучения с английского. Здесь, соответственно, скрепочка, которой нету, которая кайфует успешно у меня в машине. Так. Ну, честно, конечно, я тут больше не ожидал. Но знаете, что вот приятно? Ну, Xiaomi мне очень нравится. Топчик, конечно, у них своя система. Что тут? Lightning. Китайский Lightning. Что у нас здесь? Вот. Xiaomi мне нравится, они молодцы. Они хоть и силиконовые беспонтовые чехлы, они ложат. Ну, как не совсем беспонтовые, они как бы нормально погонять. В принципе, достойно там с ними там 3-4 месяца, пока там Салика придет, что-нибудь можно погонять. Здесь, к сожалению, ну хотя бы пленку наклеенную на экран, и то радует. Кстати, сейчас мы посмотрим, что тут. Ну, шнур микро-USB. По ощущениям я вам скажу. Ну так, процентов на 80. У Xiaomi мне больше нравится, конечно, делают. Что у нас? Кстати, блок ни хрена себе. Блок добротный. Тяжелый. Увесистый. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас по амперажу. Ну, 2 ампера пишут. Ага. 2 ампера, 10 ватт. Ну, я вам скажу, что 10 ватт это достаточно неплохо. Кстати, Realme, они славятся, ну, сколько обзоров смотрел, они славятся своими быстрыми зарядками. У них, ну, достаточно мощный. У Xiaomi Redmi Note 9s там что-то порядка 18 ватт. Это 10 ватт, это не хухры-мухры, это серьезная тематика. Ну, не настолько, конечно, но тем не менее, этого будет достаточно. Я не знаю, за сколько у меня Xiaomi заряжался. Ну, наверное, наверное, за 1,5, ну, 5000 на весь день. Ну, около того, честно, я не засекал. Ну, в принципе, как бы достаточно. Нормально. Ну, 10 ватт для этой цены, ну, я скажу, это неплохо, это очень хорошо. Все, в коробке больше, кстати, ничего нету. Зарядник, это. Время у нас без 15:02. Записываемся. Ночь, соответственно. Хочется с вами поделиться ощущениями. Хотел, конечно, при вас вскрывать эту коробочку. Вот, но на самом деле просто, ну, сразу же, ну, а что тут первое ощущение? Это же не iPhone 12, кстати. Ну, планирую где-то или 11, или 12 что-то взять. Тоже посмотреть. Но ну, это тоже надо поюзать. Вот, летело. Смотри. Херовый клей. Поюзать, посмотреть. Что мне нравится у iOS, у них экосистема очень хорошая. У них очень хорошая оптимизация. Вот. Поэтому, ну, я такой, как пользователь, как и Apple, и Android. В последнее время Android у меня почаще, конечно. Вот. Хочется сейчас на iOS. Вот. Ну, мне в основном для работы в игрушки я играю на компе. Вот. Что еще могу отметить? В принципе, очень неплохая такая своя система у них. У них, вот, допустим, у Xiaomi это, не помню, как это называется у них.
Ну, типа свои учетки. Здесь он называется, сейчас я найду, типа Tab Hub какой-то, что-то такое. Ну, Realme-ский. Ну, обычно Android. Что тут у нас? О системе, в принципе. Да что тут? Ну, кстати, работает так шустро. Отклик. Фишка прикольно, мне понравилась. Это. Сейчас я вам покажу. Кстати, можете подписаться на меня в инстаграмах. В инстаграмах это тоже есть. В инстаграмах ink.oscar. Вот. Ну, у меня там ссылка тоже есть. Вот. Тут фишка такая прикольная. Сейчас. Я ее перетащил. Справа, короче, подтягиваешь. Ну, кстати, она не во всех приложухах действует. Короче, сбоку такая штучка, типа быстрый доступ. В некоторых приложухах действует, в некоторых нет. Там типа скриншот, туда-сюда, такой вот. Там запись экрана. Ну, вот, в принципе, ну, такой, я скажу, достаточно шустрый. Достаточно шустрый. Сейчас закинем туда. Вот. Ну, что тут? В принципе, ну, за десятку шустрецкий. 150 тысяч попугаев. Прошу прощения, я думал 180. Вот. Все эти Antutu бенчмарки. А, я же скачал какой-то. Опа! Неужели? Я нашел, кстати, этот. Ага. Game Information, no fill. Окей, let's go. Сейчас мы... Нет, я вообще хочу добить. Я хочу все-таки добить этот вопрос. Поставить с вами точку. Сделать тест Antutu. Кстати, очень быстро. Ну, мне нравится гугловская экосистема. Там вообще все пароли, все он сразу же подставляет. Вот это мне нравится. Benchmark гайд. Надоели. Гайд. Benchmark. Гайд. Benchmark. Что? Чек КПУ. Наделали. Ну, тут у Benchmark Advice тут. Вот это вот, скорее всего. Ну-ка, что он мне откроет? Loading Start. Game Information. Тут у Benchmark Guide КПУ. Ну, Super Octa-Core. Короче, какую-то морозню он включает, непонятно. Gaming FPS тест не нужно. Туториал, гайд, Antutu. А ну-ка, сейчас я попробую, знаете где? Мне нравится еще библиотека у Google тут. Категории моих приложениях Google Play. Библиотеки сейчас я попробую найти. Ага, тут поиска нету. Нету. Тут поиска нету, придется искать, конечно. Ну, я периодически, конечно, так вот скачу, скатился. Скачу, чтобы затестить. Кстати, как вам без бороды, кстати? Скажите, как лучше стало, хуже? Ну, я хочу примерно на этой, короче, длине держать. Вот, просто надоело, потому что, ну, старит тоже. Я-то парень-то не старый. Еще есть порох в пороховницах, поэтому немножечко решил поменять имидж. Вот, я не думаю, что это сильно на чем-то отразится. Опа, Angry Birds. О, нашел, катал. Angry Birds нормальная тоже тема. Avast. Вот чего у меня только не установлено. Кстати, Pepper. Кто не знает, скачайте приложуху Pepper. Нормальная приложуха, там скидосы онлайн, там бесплатные книги различные дают, там разные купоны, ну, всякие там скидосы, там чехлы, там гаджеты, там до телеков, там очень, кстати, нормальная приложуха, ну, мало от кого я слышал. Кто не знает, чекните нормально, сам лично я рекомендую. Потому что одно время я там зависал, сейчас не устанавливал. Ну, пока, честно, не до этого. На самом деле не очень хватает времени на все эти пепперы. Шмепперы. Ну, сейчас кабинет открывать буду. Вот. Ну, у меня там тоже и медиа, и юридический кабинет, там все будет, все вместе.
ну, в Уфе, соответственно. Вот я сам с Уфы, сам юрист, сам блогер, сам Оскар. Вот. Кстати, подписывайтесь на группу. У меня есть группы про машины в Инстаграме. Там ссылки Миланта 3 семерки, White Cars 3 семерки. Вот. Ну, соответственно, и сюда лайк. Лайк, можете поставить дизлайки. Ну, не знаю. Честно, как бы на дизы вообще как бы внимания особо не обращаю. Ну, в принципе, вот тенденция последних видео как бы в основном положительная. Ребят, честно, не нашел. Просто не хочется затягивать видео. Водой тоже лить не буду. Вот, если есть какие-то, у кого тоже Realme C3, если есть какие-то замечания, в принципе, я пока не заметил. Вот, почему хочу iOS. У них со временем, у них проходит оптимизация, телефон не тупит. Но я заметил, даже те же, ну, такие в своем классе, так скажем, монстры своего железа, как Xiaomi Redmi Note 8 Pro. 9s это не монстр, это бюджетник среднего класса. В принципе, за свои бабки я всегда выбираю как бы такую аппаратуру, чтобы цена-качество билась. Ну, потому что все Samsung, там все такие топчики, флагманы, они, ну, идет переплата за бренд. Вот. Я считаю, что переплата должна быть, ну, возможно, понятное дело, конский ценник, но еще за курса доллара. Вот, ну, что поделать. Так что, ребят, ну, я считаю, давненько не выходило видосов лично. Вот, как вам такой формат вообще. Пишите, что, как. У кого, может, телефоны тоже, может, какие-то фишки, фокусы. Я, честно, еще даже сильно не вникался, не настраивал. Никакие, ну, я думаю, не буду никаких ни лаунчев там накатывать. Вот. Ну, 5000, как бы, в принципе, историю пользования. Не знаю, если будет бомбить, запишу. Что-то такое, если у меня прям негодование будет к этой все движухи, как бы. Вот. Я, конечно, не Вилсаком, но тоже неплохой парень, начинающий. Поэтому сделаем, будет нормально. Будем и разыгрывать, и телефоны, и не телефоны. Будем отправлять. Поэтому, ребята, подписываемся, ставим обязательно лайки. Вот, комментарии, плюсуем обязательно. Вот, видите, 1:51 у меня. Вот, все для вас. Поэтому, ребят, поднял, обнял, лайкос, комментарий, плюс, если понравилось. Вот, с вами был Оскар. Вот по УАЗику. По УАЗику там тоже отдельная тема, есть тоже что поговорить. Кстати, у меня сейчас там ТО подходит. Вот, я думаю, прямо на станции придется мне немножко взбодрить. Думаю, конечно, еще, может быть, если там есть мысли тоже, что, как сделать. Просто либо поехать, где мне нулевое ТО делали, вот, пойти им там, ну, реально, там я их буду прям, слазить я с них не буду. Либо пойти другой есть дилерский центр, тоже официалы, либо пойти с ними, как бы начать новую историю просто, ну, нормально, ну, в надежда. Понятное дело, второе ТО я уже посмотрю. Вот не знаю, еще пока думаю, либо трешняк устроить, либо попробовать, может, что-то как-то. Либо вообще кто-то, может быть, у кого есть тоже, кто смотрит, ребят, там 106 человеков от души. Очень приятно, нас все больше и больше. Вот. Не знаю, либо просто даже забить фиг на эту гарантию, сделать просто там, заехать на СТОшку, там, сэкономить бабок. Вот тоже, кто, если что думает, тоже пишите. Всех поднял, всем удачи, фарта, успехов в начинаниях, подписывайтесь, будем двигаться.